Любителям ДХД привет, остальным крутой, классный, вкусный рутуб канал, где уже по традиции залит. Да, переходите, смотрите, любуйтесь, не зря ж делал. А пока лайк, подписка, комментарий, поехали! Доброе, что называется, утро начинается, как понимаете, не с кофе, а с тонны цензуры и одного завтрака вместе с семьей Исея. На хлебнице уже настолько прикипели к родне Хёда, что Риэс вот так без малейшего колебания может попросить уединиться здесь всему оккультному клубу. Но до того все-таки нужно сходить в школу по важным неотложным учебным делам, одному кринжовому разговору о чувствах Азии и не менее кринжовой сцене с бесплатным лечением демонической руки от Акена, а после можно как раз на собрание. На повестке дня количество выполненных демонских квестов. У ГГ, чтобы вы знали, пустой нуль. Потому что, если помните, ничего не умеет, никому не помогает, кроме разве что как шестым размером. Из важного. Мать принесла печенье и семейные альбомы со старыми молодыми фотокарточками Хлюпика, среди которых, что важно, кадр с каким-то чудным святым мечом. Впрочем, о нем позже, а пока пора ехать по заданию, смысл которого просто составить компанию какому-то кому-то. За нескучный вечер с историями о слабости ГГ спасибо, пожалуйста, картина в придачу. И еще один попутный квест на сдачу, конкретнее традиционная резня с брендивших демонюк, на которой, что вы думали, Киба сам не свой, сконцентрироваться не может, команду подставляет, падает, грустит, а все из-за злополучной злосчастной фотожабы. Как поясняет Грэмори, меч-кладенец создан специально для мгновенного деления демонов в одно касание, а депрессующие упадки как раз потому, что вспомнил прошлое. Он, понимаете, был одним из бедолаг, которых растили в качестве кандидатов на святого мечника. Но теперь-то все по-другому, стороны поменялись, а вместе с тем старый новый фраг на Фриде в подворотне с модным оружием прибавился. Бой, что вы знали, закончился одним нелегким лишением и поспешным бегством противника. Между тем, новое утро, что там говорить, напоминает Горемычному о том, чем закончился первый сезон. Поэтому, если тоже забыли, слушайте. Красный дракон тот, который заключен в руке Исея, чует приближение опасной опасности. Мол, где-то рядом, скорее всего, объявился тот самый вымирающий вид белой ящерицы, который с огненной воюет испокон веков. И значит, сейчас, когда-то скоро или не очень будет предстоит состоится резня. А пока ее нет, можно обратить внимание на запечатанную дверь с клиффхенгером, повстречаться с святошами, передавшим главе учсовета приглашение на встречу с Риас. Но она так и поняла, где-то что-то явно неладно. Но ладно, вру. Все ладно. Да, мы просто зашли в гости к Хёда поговорить чисто по былой соседской памяти по душам. Ну типа поняли, нет, на фотожаве был не парень, а девушка Ирина. А могла бы быть Зара, Бисмарк или того лучше Чапаев. Ну, если вы не поняли, это именно командиров, которых вы все еще до сих пор можете успеть заполучить благодаря очередной продолжающейся коллаборации мира кораблей и Азур Лейн. То есть да, можно вот так прямо взять и поставить на командование своим кораблем анимешную девочку, наслаждаться не только успешным потоплением флота противника, а еще и милыми, звонкими, няшными, одобрительными, ободрительными, воодушевляющими на новые подвиги голосами. А в остальном, да, вам тоже не позавидуешь. И стрельбу наладят, и эскадрилью отправят, и подлоки заведут. И, короче говоря, всех противников на винтики-болтики поделят. Естественно, все это попутно сопровождается соответствующими ивентами, наградами, эксклюзивными камуфляжами и прочим вкусным контентом, который завозят каждый месяц, чтобы старые игроки не скучали и новые всякие интересности изучали. Да что ты говорите, проще лично убедиться и проверить собственные навыки и тактику в мире кораблей. Не зря же в детстве в морской бой играли. Пора, так сказать, вспомнить былое и отправиться покорять океан. А чтобы вычисления велись приятнее, динамичнее, увлекательнее, от меня вам целый пакет подарков с командиром в комплекте. Ссылка в описании. Ждет, ожидает, все так, правда. Что до главного, следующий день ничего скверного. Бедняги пришли попросить просто не вмешиваться в грядущую резню. А то такое дело, паш-ангелы выкрали у церкви 3 6 имеющихся святых мечей, которые, соответственно, нужно вернуть. Ну а до того можно кинуть пару неласковых гнилых слов в сторону Азии, приметнувшихся к демонам. Звучит обидно и очень досадно, то есть звучит как повод устроить неплановый спарринг. Благо, второй Горемычный уже тут как тут, в математике готов, тем более, когда вопрос касается чудотворных клинков. Если коротко, резня закончилась фатальным поражением демонов, одним словом, слабость. Но за предоставленную информацию о верхушке гнилых экзорцистов спасибо. Из грустного Киба все вот так на своих местах оставить не мог, потому чтобы Грэмори не подставлять по собственному хотению с причиной, и бес взял да покинул клан. Ну и понимаете, Хёда тоже не мог закрыть глаза на уход товарища, потому подумал, заручился поддержкой пешки студсовета и Канека, и все они отправились искать святой, чтобы договориться на помощь в обмен на возможность поделить одних из злополучных мечей. Раз дамы и без того в крайнем случае готовы на подобный отчаянный бесповоротный шаг. К счастью, благодаря плотному обеду договорились быстро. Киба тоже согласен, еще и флешбэк из детства рассказал о том, как его и других в приюте растили, а после за несовместимость с Экскалибуром делили. История печальная, досадная, обидная, но куда обиднее то, что антикварщик с картиной, так прекрасно проводивший время с Горемычным, оказался замешан в делах с какой-то 3-й, 10-й, 5-й гнилью. А что до бедолаг уже нарядились, приоделись, отправляются на поиски. Но перед тем, так и быть, бесплатная инфа от Святоши. Белый дракон реально пробудился, пруфы имеются. Но о них опять в том числе позже. Сейчас дело первой важности отыскать отступников. И представляете, долго ходить кругами не пришлось. Фрид вон сам на
нашел себе подходящие цели. Благо, танцевать пришлось недолго, вскоре помощь подоспела, пятиглазый дед тоже да, за компанию. Говорит, мол, вычисления смысла не имеют, нужно отступить до не лучших времен, потому будет погоня. Правда, без участия Горемычного. Ему с парой напарников придется извиняться, просить прощения и получить прямые удары за исполненный произвол. Таймскип. Прошло уж как пару дней, а вестей и звонков от Кибы ни слухом, ни духом. Зато есть инфа от фамильяров, бродивших по округе, собравших данные. Факт в следующей беде. Иру поделили, меч забрали, а остальные благополучно сбежали. Самое несчастное, к несчастью, целительная Маязи не помогает, потому нужно куда-то в дальний лазарет. Мне благо прямо в ту же минуту на поле объявился Гниль со всеми собранными мечами. Резню не предлагает, она будет позже. А сейчас предстоит встреча с производителем всей этой отрекшейся от храмовников Шушеры, падшим ангелом Какубиэлем. Он, представляете, собирается развязать новый Рагнарёк с участием Демонюк, святоши отрекшихся. И отправной точкой будет Академия, где обосновалась сестра Люцифера. То есть, понимаете, нет беда, конец светов никто не планировал, не ожидал, нужно срочно тварь остановить. И для того, во-первых, требуется поставить вокруг школы купол, чтобы в случае чего весь город не поделил в щепки. А во-вторых, нужно позвать Люцифера на подмогу. Жаль, только братцу нужно часто внеплановые сборы, потому придется терпеть своими силами. А терпеть придется много. Там Какубиэль уже перемножил спортзал, и хуже, больше призвал пару-тройку церберов прямиком из ада. Ничего не поделаешь, придется копить силу, передавать товарищам, спасать одних, встречать других, а там и до поддержки на Зиновии недалеко. И комплементация 4 собранных мечей в одну недореплику Экскалибура завершилась. Справляться с этим нечто, конечно, придется Кибе. Он ему, чтобы не скучно, не одиноко, было пятиглазый даже бесплатно подарил один из кристаллов, используемый для прибавки всяким бедолагам святого потенциала, позволяющего владеть чудо-клинками. На что молодой, что вы думали, проявил полную совместимость, несмотря на то, что демон и создал цельный обоюдоострый светодемонический меч. И того дела осталось за малым, не без помощи подруги поделить недругов. А Зиновия, благо, имеет в запасе припрятанный второй древний кладенец Дюрандаль. И вообще она с рождения может махать святым оружием, и никакие кристаллы ей не нужны. К счастью, пока шло все это душное объяснение способностей, дед уже все откис. Правда, не по вине героя, оно вообще не к лучшему, потому что, несмотря на все случившееся и разделившееся приготовление к плановой резне Какубиэлем уже завершены. Осталось так чисто позабавиться напоследок, позволив Хёду бустануть перчаткой любого союзника ради, так сказать, честного богатырского боя. Спойлер, Грэмори ничего не смогла, кроме как создать спейс для накопления и своим злостью ненавистью собственной школы усиления. Хотя, по правде, оно и не нужно. Шиз вполне себе готов подождать еще сколько угодно, а заодно объяснить и рассказать всем причин нынешней резни. Оказывается, на предыдущем священно гнило демоническом экзамене скисли не предводители всех враждующих сторон, в том числе ангельские. А значит, бедолаги молятся и почитают непонятно кого, силу черпают из пустоты, и все, что им втирали на протяжении жизни, сплошная фикция. История, конечно, реально грустная, никто из присутствующих даже не хочет прерывать рассказ, благо наконец-то явился с неба, спустился, щит разбили, врага схватил тот самый единственный неповторимый белый дракон. Зовется Альбионом. Пришел по наставлению падшего Азазеля за неуемным неугодным. И что вы думали, схватил его в 2 счета. А все благодаря модной способности, полностью противоположной скиллам красного. То есть Хёда своей перчаткой усиливает что хочет, а белый наоборот истощает чужие силы. На этом лекция закончена, Горемычному нужно трениться, ждать подходящей обстановки и готовиться к предстоящему разговору. На том, как говорится, до свидания. Всего хорошего и успехов в ремонте снесенной школы с попутным извинением и наказанием сбежавшего вернувшегося Кибы. Из нового и категорически важного. В семье появился второй конь, тоже мечник, точнее мечница. Та самая Зиновия от храма отреклась, к демонам примкнула, и все из-за утраченной веры в откисшего. К счастью, Дюрандаль осталась при ней. К несчастью, Ирина осталась за скобками. Она, понимаете, на лекции отсутствовала и веру не утратила. Уважаю, одобряю, тоже отсутствую. Из еще более важного, антикварчик оказался падшим Азазелем, прибывшим в город чисто развеять обстановку и узнать, что такого неладного замышляет бывший товарищ. Но сам, видите ли, вмешиваться не мог, то Альбион и отправил. Не благо, несмотря на положительный исход случившегося, будет общий сбор глав 3 враждующих фракций для выяснения и разъяснения дел и вроде бы предотвращения надвигающихся конфликтов. Состоится сходка прямо опять и снова на местной локации, но до того можно устроить пляжный, простите, то есть бассейновый эпизод. Чтобы вы знали, ничего не произошло, все согласно жанрам тайтла. Риес с Сакэна ссорится за право обмазываться маслом, а Зиновия быстрее и шустрее всех уже почти успел вынудить Горемычного на совместных детей. Благо кринж вскоре завершился, а там и сюжет продолжился. И Люцифер на Сазексе прибыл, говорит, мол, пришел проведать сестру и немного больше. В смысле, если помните, готовится общее собрание, перед которым вполне себе можно познакомиться со свекрами, побеседовать с Хёдой перед сном и пойти изучать, рассматривать окрестности. И вот так вышло, что Горемычный впервые за долгое время шлепает в школу один, без сопровождения 6 размеров. Оно ясно, точно должен, обязан кого-то встретить, чтобы поговорить по душам. Зовут кого-то Вали. К счастью, владельца белого драконьего механизма на представлении полномочия все. Дальше никаких никто ничего не будет, друзья уже подоспели, хотя зачем не ясно. Вали или Вали. И так не собиралась учинять ничего внезапного, просто вышел встретиться, познакомиться с соперником в человеческом обличии без лишней брони. Выходит самое время еще одного лекторского драконьего флешбека. Значит, тогда, когда было дело, все фракции резались между собой, и ящерицы до последнего стояли в стороне. А после в один ненастный день так неудобно вышло, что сами они закусились в честь каких-то разногласий по поводу выбора страны для поддержки. И тут уже всем враждующим пришлось
пришлось объединиться, чтобы потерями и издержками, ну хоть как-то остановить драконов. А чтобы мощь не вырвалась наружу, как раз было принято решение запечатать ящеров в механизмах. Ну а шизы по старой недружбе, такое дело, каждое новое поколение чисто по старой памяти стремились друг друга резать. Конец. Что до планового дня защиты детей и родителей, так я его благополучно скипнул. Главное необходимое для известности прибытие в школу девочки-волшебницы, старшей сестры президента студсовета и по совместительству одной из 4 демонических владык Левиафана. Ну и старший Грэмори, соответственно, тоже прибыл посмотреть на дочь, на ее соратника, познакомиться со сватами. И врать не буду, семейные посиделки даже завершились ничем-то бесполезным. То есть, конечно, да, Рис посопливо в подушку, но куда важнее, что Сазикс дал добро выпустить второго слона из заточения. Мол, сестра подросла, сила набралась, пора бы буйный клиффхенгер открыть. Зовут затворника Гаспар, по масти вампир-полукровка, по факту любитель переодевания в женскую одежду с тотальным страхом общества и модной неконтролируемой способностью останавливать время. Но раз бедолагу выпустили, нужно трениться, чтобы овладеть столь полезным мощным скиллом. Заниматься этим, правда, будут оставшиеся, в то время как Рия, Сакейна и Киба отправятся на лютое собрание. Спойлер, тренировки тщетны, развития 0, талантов никаких, зато откуда ни возьми взялся Азазель. Но не подумайте, никаких злых намерений нет, чел тоже любит читать лекции, даже готов абсолютно бесплатно рассказать, как можно использовать мудреные способности. Я вам это, конечно, не объясню, потому что, знаете, все равно ни один из лайфхаков не сработал. И вот Гаспар уже опять сидит в комнате, выходить не хочет, а Исей его успокаивает, подбадривает, рассказывает всякие байки, небылицы и планы на жизнь. А там и остальные подоспели, причем не с пустыми руками, принесли модный подарочный пакет на голову, чтобы общение не бояться, ощущать себя внутри коробки, будучи снаружи, одним словом кринж. Но имеются и важные хорошие новости. Хёда пригласили на какую-то встречу, причем в храм, куда демоны могут свободно входить, не чувствуя боли. Причем не абы с кем, а с самим предводителем, ангельским архангелом Михаэлем. У него, представляете, имеется бесценный подарок, как раз подходящий слабейшему из наследников Красного Дракона. Меч, созданный специально для деления рептилий, который чудо-чудное везение. Можно объединить с ручным механизмом и получить хоть какое-то усиление. Получается, спасибо, пожалуйста, ответов на вопросы не будет, крылатый спешит, все обсудится позднее, потом на том самом скором собрании. А пока можно пройти еще один флешбэк о когда-то услышанной фразе про родство Акена с падшими ангелами. И понимаете, действительно, она полукровка, и потому думаю, что Хёда должен ее, как и остальных гнилых, ненавидеть. Но видите ли, как он ни в коем случае не да, и вообще вполне себе согласен на 3-е место 6-го размера в своей свите. Жаль, Грэмори не согласна, правда, кому не плевать. Куда важнее продолжающиеся нескончаемые тренировки с Гаспаром, вечерняя беседа Азазеля с Валей о неизбежности мирного соглашения и, наконец, отправка на долгожданное сборище всех фракций. Клоунада, что вы знали, та еще. Ну, Рис отчет о недавнем инциденте представила, все послушали, кивнули одобрительно, и вместо обсуждения Азазель прямо так с места заявил, что ему вот эта вся бюрократия и тягомотина надоели. Пора подписывать то, зачем все собрались, и расходиться. А то духота, окна закрыты, анекдотов нет. Простите, вру, есть. Как-то раз пришел Аристофан к Геродоту и вопрошает, мол, сколько ты говоришь было спартанцев? 300! Уверенно заявил авиаконструктор. Так Аристофан изобрел юмор. Что до клоунады, самый главный вопрос состоит в том, как к перемирию относятся драконы, не учинять ли они посреди подписанного договора внезапную резню. Валя вполне четко и ясно считает, что резня лучшие из занятий, но противника можно найти в том числе без вездесущих делений. Горемычный же никаких мыслей не имеет, думать не умеет, и тут только тотальная мотивация поможет. Проще говоря, будет договор, будут женщины, не будет, не будут. И тут уже все понятно, просто без раздумий. Да, нужно, чтобы все было спокойно. Но все равно есть еще один оставленный Михаэлем без внимания вопрос. Как насчет изгнанных святош, в чем дамы провинились и что плохого сделали? Ответ простой, тем, кто знает о скишем предводителе и утратил веру, слишком сложно передать потоки маны. Оттого подобные кадры в рядах исключительно обуза. Ну и на этом все. Вопросы завершились, а значит пора устроить настоящую резню прямо посреди встречи. Все, кроме сильнейших владельцев мечей, остановлены, сами понимаете, чьей силой. Но не подумайте, никто из нынешних представителей гнили не причастен. Все учинила одна из потомков Левиафана, которая место в демоническом совете не досталось, одним словом завидует. Но ничего, пока Азазель увлечен делением, Рия с Хёда отправится искать, где кто кого из друзей удерживает силой. И что вы думали, все можно остановить, предотвратить одним из лайфхаков, которые ребятки так и не осмелились опробовать. Нужно всего лишь один раз в день испробовать драконьей крови. И все, Гаспар тут же в кучу летучих обратился, всех вражин перекусал, друзей переспасал, кто должен, цело-здоровы, остальные помянем. Осталось только время восстановить и оставшихся статистов поделить, благо как раз на такой случай у Азазеля имеется искусственно созданный, представляете, драконий артефакт. Ну и все, дальше дело техники. Как вдруг откуда ни возьмись, представляете, возьми да взялся каминг-аут. Валя, оказывается, заблаговременно примкнул к повстанческой стороне, возглавляемой самим бесконечным Ураборосом. Еще говорит, мол, он никто иной, как настоящий единственный наследник демонического трона, и по совместительству правнук Люцифера, по 3-10 колену, разве что полукровка. А так, лучший из возможных кандидатов. Еще из драконьей силы, еще и родители Исеи грозится поделить, чтобы история приобрела драматический окрас, и у Горемычного появилась абсолютная мотивация на мстю противнику. А она, что вы думали, от одних слов уже вовсю, да, доспех в наличии, меч летает, по кругу махает, бой не та еще. Целых 0 кадров, одни только взмахи в воздухе видны, типа чего настолько быстрые. Вот. Но бою не хватает, так сказать, накала страстей, потому
Вали решил пригрозить еще и вычитанием друзей, жаль не подумал, что может Шарик обронить. Зато Азазель еще как тут мгновенно все обдумал, понял в чем соль мотивации и прямо так по факту сказал, что раз сила противника уменьшает все подряд, то и размеры, понимаете, тоже уменьшит. Хёда все понял, обработал и вычислил. Нужно поглотить осколок белого дракона. И кто бы мог подумать, успешно поглотил, вражину покрошило, почти было всю схватку завершил. Как вдруг откуда-то припрыгал король обезьян, мол, происходящее, конечно, весело, забавно, но у Альбиона должны быть есть дела поважнее. Потому до свидания. С победой поздравляем, осталось всем помириться, окрестности обратно общими силами отстроить, и того лучше договориться на долговременное пребывание Азазеля в оккультном клубе. Чтоб талант изобретателя и исследователя не пропадал, по решению Сазекса, Шиз будет обучать Горемычных верному использованию личных положительных качеств. А что еще важнее, по согласию добру поручению того же Люцифера, все размеры будут жить в доме ГГ, чтобы его эмоциональный фон поддерживать в добром здравии и боевой готовности. Одним словом, повезло. Другим словом, вру, потому что ничего не закончено, финальные фатальные битвы еще только будут. А точнее, уже есть на Рутубе, переходите, смотрите, комментируйте, бронируйте, активируйте и прочие активности. Тайтл, кстати, полный кринж, авторы зачем-то с учетом имеющихся жанров добавили реальный сюжет. И он еще, представляете, развивается. Вообще шок, ток, прыг, скок, дым, смог, соль, сок, крот, кот. Что? Шлепа? Пока.